Ну, во-первых, считаю своим долгом для начала закрыть вопрос о жемчужных сережках. Нет, это не натуральный жемчуг. Когда вы видите на картинах, особенно голландских, женщин с вот такими жемчужинами в ушах, это почти наверняка имитация. Не то чтобы жемчужины такого размера не существуют в природе, но они крайне редки и стоят миллионные состояния. Поэтому если вы видите такой жемчуг, к примеру, на королеве Елизавете I в единичном экземпляре, это, конечно, натуральный жемчуг. Женщина ограбила полземного шара. Но если вы видите нечто подобное на портрете дамы среднего класса или вообще какой-то неизвестной девчонки, это имитация. В то время венецианские мастера уже навострились делать очень убедительные имитации жемчуга и других драгоценных камней. За это можно было вылететь из гильдии, но все равно бизнес был популярный. А теперь обратимся к хозяйке этих сережек. Ее звали Мария Сибилла Мериен, и в ней самой не было ничего фальшивого. Мария была настоящим ученым-естествоиспытателем, и она станет первой женщиной, отправившейся в настоящую научную экспедицию. За бабочками. Мария Сибилла Мериен родилась во Франкфурте 2 апреля 1647 года. Ее называют немецкой художницей, но она была из тех людей, которых трудно приписать одной стране. Во-первых, она была из эмигрантской семьи. Ее отец Матеус был родом из Швейцарии, а мать Иоанна – франкоязычной кальвинисткой из Антверпена. Сейчас это Бельгия, а тогда это был город в испанских Нидерландах. В те годы перемещение людей по Северной Европе было спровоцировано, как правило, двумя факторами – религией и экономикой. Протестантам всех стран, включая франкоязычные, приходилось периодически бежать от католических репрессий. Сначала в Германию, а потом в Нидерланды. Нидерланды, освободившись в 1648 году от испанского владычества, вообще стали самой либеральной и религиозно терпимой страной Европы, а вскоре и самой экономически процветающей. И туда потянутся люди всех национальностей и вероисповедания. Но я немного забегаю вперед. Отец нашей героини был гравером и руководил очень успешным франкфуртским издательством, доставшимся ему в наследство от родителей первой жены. Мать Марии Сибиллы была его второй женой. Эта фирма издавала чрезвычайно популярные, шикарно иллюстрированные книги о путешествиях, о природе, о географии, включая совсем экзотические вояжи в Америку. В этих книгах были иллюстрации и рассказы об обычаях коренных американских народов, о тамошней флоре и фауне. То есть Мария с детских лет была окружена литературой о природе и прекрасными картинками, подстегивающими воображение. Когда Марии было 4 года, ее отец умер, а ее мать снова вышла замуж. В этот раз за художника Якоба Морелла. Это именно он нарисовал портрет своей падчерицы уже во взрослом возрасте. У них, по всей видимости, были прекрасные отношения. Морелл поощрял интерес маленькой Марии Сибиллы к искусству, сам учил ее рисовать и привил ей этот исключительно детализированный, документальный и при этом красочный стиль, который будет отличать ее работы. Когда Мария подросла, она училась преимущественно у ученика своего отчима, Абрахама Миньона. Рисовал он вот так. Семья нашей героини делила время между Франкфуртом и Утрехтом. Они жили в золотой век голландской живописи. Даже если вы ничего не знаете об искусстве, вы знаете о голландской живописи золотого века.
Потрясение войны за независимость, а также резкий разрыв со старыми монархическими и католическими культурными традициями означали, что голландскому искусству пришлось почти полностью переизобретать себя. И оно в этом преуспело. Живопись на религиозные сюжеты резко пошла на спад, зато возник большой новый рынок для нового светского искусства, который отличал великолепный безапелляционный реализм. Большинство художников специализировалось и всю жизнь работало в рамках одного жанра, добиваясь в нем исключительного мастерства. Одни рисовали только портреты, другие только пейзажи. Отдельно специализировались на морских пейзажах и кораблях. И отдельным большим делом были натюрморты. Тогда существовала иерархия жанров в изобразительном искусстве. Исторические картины были самыми престижными, портреты посередине, а натюрморты, считай, не искусство. Но при этом исторические полотна было очень трудно продать. Зато портреты и натюрморты охотно покупались и коллекционировались богатыми покровителями искусств и просто состоятельными людьми. И жанр пронкстильвен, роскошного натюрморта, был доведен до невероятных вершин. Этот жанр был просто великолепной бизнес-находкой, поскольку строгий протестантизм, исповедуемый в Нидерландской республике, вообще-то косо смотрел на демонстрацию роскоши. При этом народ богател, и продемонстрировать свой успех хотелось. Шикарные натюрморты прекрасно прославляли изобилие вашего стола, изысканную утварь и знакомство с дорогими экзотическими продуктами. Показывали, к чему стремиться. При этом натюрморты считались аллегорическими произведениями. Все эти прекрасные предметы символизировали тщетность бытия, неотвратимость смерти и эфемерность роскоши. По этому поводу был даже специальный словарь символов. К примеру, цветы обозначали тщеславие и недолговечность красоты, пустые сосуды – хрупкой жизни и быстротечность времени и так далее. И глядя на натюрморт, зритель вроде как должен был проникаться его философским смыслом и задумываться о вечных ценностях. Но при этом он не мог не позавидовать хозяину всего этого роскошества, что и требовалось доказать. И художники, профилирующиеся на натюрмортах и цветочных композициях, достигли потрясающего мастерства в передаче текстур и объемов. Фотореализм доходил до абсурда, и мастера тщеславно помещали на свои картины объекты обманки – тромпёй, настолько трехмерно и реалистично нарисованные, что у людей возникало желание смахнуть севшую на холст муху, а она нарисованная. И Мария получила художественное образование у художников такого уровня. Но она была женщина, поэтому не могла входить в цеховую систему, поэтому не могла профессионально рисовать маслом, как настоящие станковые художники. Она оставалась прикладником, иллюстратором и рисовала акварелью и гуашью по грунтованному пергаменту. Цветы и насекомых. Настолько реалистично, насколько это возможно. В мае 1665 года она вышла замуж за ученика отчима, Йоханна Андреаса Графа. В январе 1668 года у нее родился первый ребенок, Йоханна, которая тоже станет художницей. В 1670 году семья переехала в Нюрнберг, родной город ее мужа. Будучи замужем, Мария продолжала работать, рисовать цветы и насекомых акварелью, делать гравюры на меди, а также создавать узоры для вышивки. Многие из ее тогдашних композиций предназначены для переноса на ткань. Она также давала уроки рисования девушкам из богатых семей, что дало ей доступ к лучшим садам и оранжереям в округе. Для нее эта привилегия была, пожалуй, важнее денег. В роскошных частных садах она могла рисовать с натуры цветы и разнообразных насекомых, интерес к которым возник у нее еще в детстве. С возраста 13 лет Мария начала увлекаться насекомыми. В родном Франкфурте она разводила шелковичных червей.
и с увлечением наблюдала, как гусеницы закутываются в куколку, из которой потом вылезают симпатичные мотыльки. И юная Мария подумала, а может, из других гусениц, которых она встречает в саду, смогут получиться бабочки. А вдруг? Для вас сейчас это банальность. Вы знаете это с детского сада. Гусеница превращается в бабочку. Но в 17 веке большинство людей понятия не имело, откуда берутся насекомые. Доминирующее мнение было такое, что они вылезают из грязи, просто самозарождаются из неживой материи. Прежде чем смеяться, задумайтесь о том, как мы сейчас представляем себе общее зарождение жизни на Земле. Примерно так и представляем. Сначала на Земле были какие-то вещества, а потом они, бам, и стали существа. Белковые молекулы, которые постепенно эволюционировали в животных. Мы, честно говоря, не знаем, как появилась жизнь. Есть несколько доминирующих гипотез. Но если исключить инопланетян, и так всегда было, то мы, в общем-то, упремся в теории зарождения живого из неживого. А до середины XIX века, пока Луи Пастер не переубедил научное сообщество, люди по большей мере думали, что животные, особенно мелкие, постоянно появляются из неживой природы. Во времена Марии Сибилы Мериен спонтанное зарождение жизни в целом не подвергалось сомнению. Об этом писал Аристотель. Аристотеля тогда уважали. Еще больше уважали церковь. И идея спонтанного зарождения жизни хорошо объясняла непорочное зачатие. Хотя горстка ученых уже тогда опубликовали информацию о жизненном цикле насекомых, правда не полную, и целые профессиональные сообщества прекрасно знали жизненный цикл тутового шелкопряда и, сильно подозреваю, пчел. По поводу большинства насекомых считалось, что они рождены из грязи. Мухи появляются в гнилом мясе и так далее. Даже по поводу некоторых теплокровных были сомнения, что им нужна мама. Брюссельский врач Ян-Батист ван Гельмонт описал рецепт для разведения мышей. Кусок грязной ткани плюс пшеница, оставленная на 21 день. И у вас вылупятся мышата. Если хотите развести скорпионов, пожалуйста. Базилик, помещенный между двумя кирпичами и оставленный на солнечном свету. И вылупятся скорпиончики. И это не какой-то сумасшедший мистик. Это ученый, который ввел в химическую терминологию слово «газ». В 1668 году итальянский врач и паразитолог Франческо Реди проделал первый крупный эксперимент, призванный доказать, что мухи сами из ничего не зарождаются. Он поместил куски мяса в 3 банки, одну открытую, другую герметично закрытую и одну затянутую тонкой тканью, на случай, если мухам для самозарождения нужен все-таки воздух. И показал, что в закрытой банке мухи не развелись, в открытой развелись, а в той, что под тканью, личинки появились на ткани. Реди был современником Марии Сибилы и человеком исключительно умным и продвинутым. А большинство людей, включая ученых, думало тогда, что червяки сами появляются в мясе, а бабочки вылетают из цветочков. То, что червяки в мясе и мухи – это одно и то же насекомое, было также недоступно пониманию, как то, что прекрасные бабочки появляются из мерзких гусениц. Кому-то надо было этот цикл пронаблюдать. И Мария Сибила Мериен станет этим кем-то. Где бы она ни жила, Мария собирала по окрестностям разных гусениц и пыталась вырастить из них что-нибудь другое. И у нее получалось. Она использовала свои исключительные навыки рисовальщицы для документирования этого процесса в деталях. Она тащила всякую гадость домой, рассаживала по коробкам, кормила и наблюдала, как из гусениц получаются бабочки, как эти бабочки откладывают яйца, из которых развиваются гусеницы, и как этот процесс идет по кругу. Мария обнаружила и изобразила физические различия между взрослыми самцами и самками. Она нарисовала бабочек, откладывающих яйца,
гусениц, жующих листики, целые куколки и куколки разорванные. Она была первой, кто досконально изучил жизненный цикл насекомых. В 1679 году Мария Сибилла Мерин опубликовала первый том своей книги «Чудесное превращение гусениц и их странная цветочная еда». Второй том вышел в 1683. Каждый том содержал 50 сложных гравированных иллюстраций, основанных на ее детальных исследованиях и зарисовках из ее полевого журнала. Всего в своей жизни Мария задокументирует и опишет жизненные циклы 186 видов насекомых. Кроме того, она одной из первых обратит внимание на взаимодействие организмов в природе. Это то, чем сейчас занимается наука экология. Она была первой, кто показал, что каждая стадия превращения гусеницы в бабочку зависит от наличия растений для ее питания. Она заметила, что если у гусениц было достаточно еды, они растут быстрее, а если нет, этот процесс растягивается на месяцы. Она отмечала, что гусеницы, которые питались только одним цветковым растением, будут питаться только им и вскоре погибнут, если я им его не обеспечу. А когда у гусениц нет еды, они пожирают друг друга. В 1678 году Мария Сибилла родила вторую дочь, Доротею, тоже будущую художницу. И где-то в это время ее брак начинает трещать по швам. Мы не знаем подробностей, вообще никаких личных писем после нее не сохранилось, и о ее частной жизни мы можем судить только по крупным событиям. В 1681 Мария с детьми переедет к овдовевшей во второй раз матери. Религия станет очень большой частью их жизни. В 1683 Мария примкнет к общине лабадистов. Лабадисты были последователями Жана Лабади. Этот иезуитский священник разочаровался в католицизме, ударился в радикальный протестантизм в своем стремлении реформировать и очистить развращенную церковь и в конце концов откололся от всех существующих конфессий и основал собственную общину. Лабадисты стремились к созданию идеального христианского общества, где все члены жили бы в соответствии с евангельскими заповедями, в духе любви и взаимопомощи. Они практиковали коллективную собственность и ведение общинного хозяйства, что было весьма прогрессивно для того времени, и не менее прогрессивным был их взгляд на место женщин. Лабадисты верили в полное равенство полов. Так вот, с 1685 года Мария, ее дочери и ее мать жили в общине лабадистов в замке Вальта во Фрисландии. Они прожили там 3 года. В замке имелась обширная библиотека, и Мария выучит там латынь и хорошо продвинет свои знания в природоведении. На болотах Фрисландии она наблюдала за рождением и развитием лягушек. Лабадисты были 2 руками за науку и просвещение, если они не противоречат глубокой религиозности. В 1692 году Мария окончательно разведется с мужем, не пожелавшим разделить их принципы. Год спустя она оставила общину и переехала с дочерьми в Амстердам. Амстердам был центром экономической и культурной жизни Голландии Золотого века. Мария быстро завела знакомство среди художников, взяла учеников, стала важной фигурой среди ботаников, ученых и коллекционеров. Вместе со старшей дочерью Иоханной она зарабатывала на жизнь продажей своих картин, преимущественно цветочных композиций. И они жили совсем неплохо. Среди ее друзей были директор Амстердамского ботанического сада, мэр Амстердама и президент голландской Остинской компании. В 1692 году ее дочь Йоханна вышла замуж за Якоба Хенрика Харальда, успешного купца в суринамской торговле. В те годы служащие Остинской компании привозили на родину из Америки коллекции удивительных животных и растений нового света. Мария будет с восторгом разглядывать эти диковинки. Особенно ее интересовали бесчисленные экзотические насекомые. Никто не знал, как они размножаются и как трансформируются.
И у Марии вызревает давно уже лелеемая мечта совершить путешествие в Суринам. Почему ее понесло именно в Суринам? Потому что в те годы он был основным владением Нидерландов в Новом Свете. Суринам был передан Нидерландам Англии в результате Второй англо-голландской войны в 1668 году. И он превратился в процветающую плантационную колонию. Сахар был первым и основным экспортным товаром, а после там начнут выращивать кофе, какао, хлопок и индиго. В 1699 году город Амстердам предоставил Марии Сибилле Мериен разрешение поехать в Суринам вместе с ее младшей дочерью Доротеей. Никто ее не спонсировал, она не была на зарплате ни у компании, ни у государства. Для финансирования миссии Мария продала 255 своих картин. Научные экспедиции в тот период не были обычным явлением. И экспедиция Марии, финансируемая за счет собственных средств, вызвала у многих удивление. Это поверх удивления, что в экспедицию направляется дама без мужского сопровождения. 10 июля 52-летняя Мария и ее дочь отправились в путь. Целью миссии было провести в Новом Свете 5 лет, иллюстрируя новые виды насекомых. Через 2 месяца плавания Мария прибыла в Суринам. Начинается самый захватывающий и плодотворный период ее жизни. Она проведет там 2 года, путешествуя по колонии и делая зарисовки местных насекомых и растений. Чтобы бродить по джунглям, Мария купила у плантаторов рабов, которые с помощью мачете прокладывали перед ней путь. У этих людей она узнала массу интересного как о местной флоре, так и о том, как голландские плантаторы обращаются с рабами и индейцами. К примеру, она задокументировала, что сок пальмы втирали в зудящую кожу головы для уничтожения паразитов. Что же касается эффектного цветка пуансина, иначе его называют красная райская птица, то Мария пишет с душераздирающей объективностью. Индейцы, с которыми плохо обращаются их голландские хозяева, используют его семена для прерывания беременности, чтобы их дети не стали такими же рабами, как они. Чернокожие рабы из Гвинеи и Анголы требовали у хозяев, чтобы с ними хорошо обращались, угрожая, что откажутся иметь детей. Они иногда в отчаянии сводят счеты с жизнью, потому что верят, что родятся заново, свободными и будут жить на своей земле. Они сами рассказывали мне об этом. Мэриан живо интересовалась сельским хозяйством и сожалела о сопротивлении колониальных торговцев выращивать там или экспортировать что-либо, кроме сахара. Если вы смотрели видео о сахаре, вы знаете, почему плантаторы смеялись над нею, когда она пыталась убедить их выращивать ваниль и ананасы. Ананас она вообще считала царем всех фруктов. И поражалась, почему никто не хочет заняться его коммерческим разведением и экспортом. Хотя ананас уже рисовался европейцами и раньше, рисунок Марии Сибиллы Мериен «Ананас и тараканы» стал самым знаменитым. Ей не удалось провести в Суринаме все 5 лет, как она планировала. В июне 1701 года тяжелая болезнь, вероятно, малярия, вынудила ее вернуться в Голландию. Мария вернулась в Амстердам с эскизами, гербариями, засушенными насекомыми и различными образцами земноводных и рептилий, включая законсервированного в спирте крокодила. Она открыла магазин и продавала собранные ею диковинки и свои гравюры, изображающие растительный и животный мир Суринама. В течение 2 лет путешествий ей удалось обнаружить во внутренних районах страны целый ряд ранее неизвестных животных и растений. Она потратила значительное время на классификацию своих результатов и описала их очень подробно. Ее классификация бабочек и мотыльков актуальна и по сей день. Слухи о ее достижениях распространялись среди ученых в Амстердаме, и люди валом валили в ее магазин. Она отметила: «Теперь, когда я вернулась в Голландию и несколько любителей природы увидели мои рисунки,
Они настоятельно требовали от меня их публикации. Они говорили, что это была первая и самая необычная исследовательская работа, когда-либо сделанная в Америке. С помощью своих дочерей Йоханны и Доротеи Мария подготовила серию суринамских иллюстраций к печати. На этот раз она не делала печатные формы сама, а наняла 3 граверов, но стояла над ними все время, тщательно контролируя их работу. Чтобы оплатить это издание, она собрала подписку с будущих покупателей. 12 человек авансом заплатили за свои экземпляры раскрашенного ею вручную роскошного альбома. Помимо этого был выпущен тираж в менее дорогом черно-белом варианте. Это был главный труд ее жизни – «Метаморфозы суринамских насекомых» 1705 года. Только посмотрите на эту прелесть. Эта книга после ее смерти будет переиздана еще 3. Она была переведена на немецкий, голландский и французский языки. Карл Линней, создатель единой системы классификации растительного и животного мира, использует рисунки Марии Сибиллы Мэриан для описания 56 животных и 39 растений, включая тарантула. А в будущем, спустя столетия, в честь Марии будут названы 3 бабочки, 1 живописный гигантский клоп, род богомолов, симпатичная орхидейная пчела, 2 паука, один другого страшнее, здоровенная южноамериканская ящерица, 1 жаба, 1 улитка, 1 вид птиц, эффектный вид желтых лилий и целый род цветков мириания. Мария Сибилла продолжала свою работу до самой смерти. Она умерла в Амстердаме 13 января 1717 года в своем доме, полном картин, гравюр и экзотических растений в горшках. А летом того же года в Амстердам во 2-й раз приедет царь Петр I. Петр, интересующийся всем научным, прогрессивным и необычным, приобретет альбом с 285 рисунками Мэриан за 3000 гульденов и пригласит ее дочь Доротею с мужем в Петербург. И те переедут в Россию. Он станет там придворным художником, а Доротея – куратором коллекции естествознания Кунсткамеры, в которую входили ее собственные работы и работы ее матери. А отсюда мораль. Позволяйте детям хвататься руками за живую природу и иногда тащить ее части в дом. Вы не знаете, что из них вырастет. Если их любопытство пестуется и поощряется, если они не боятся запачкаться и интересуются огромным миром вокруг, они, по крайней мере, вырастут бесстрашными и уверенными в себе. А может быть, в честь них назовут что-нибудь, что они откроют. Может быть, бабочку, а может быть, галактику. Всего вам доброго. До скорых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. А на 2-м уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.